Сегодня основными танками российской армии являются Т-72 и Т-90. Их название, что называется, на слуху. Эти боевые машины часто видны в телерепортажах из зоны боевых действий на Украине. Они являются неизменными участниками военных парадов. Впрочем, состоит на вооружении российской армии еще один танк – Т-80. Еще недавно он находился как бы в тени своих более известных собратьев, но лишь до поры до времени. Летом 2023 года Т-80 с позывным «Алеша» стал героем танковых сражений. Его экипаж вступил в бой с превосходящими по численности силами противника и, уничтожив несколько вражеских боевых машин, вышел из боя победителем. Причем этот бой, благодаря работе оператора дрона-разведчика, который в тот момент корректировал огонь артиллерии, затем могли увидеть все телезрители во всем мире. А произошло вот что. 6 июня того года в районе поселка Новодаровка на запорожском направлении российский танк Т-80БВ попал под массированный артиллерийский обстрел противника. Танк повреждений не получил, но его механик-водитель был ранен. Но нужно было выполнить боевую задачу по оказанию огневой поддержки российской пехоте. Тогда механика-водителя заменил командир экипажа Расим Баксиков, а на его место сел командир танкового взвода Александр Леваков. После чего танк выдвинулся в направлении российских передовых отрядов. И тут за одной из лесополос танкисты обнаружили бронегруппу противника, состоящую из 2 танков и 6 единиц бронированной техники. Экипаж принял решение вступить в бой с превосходящими силами противника и неожиданно атаковал врага. За первые 2 минуты боя наводчик-оператор Александр Неустоев уничтожил 2 украинских танка Т-72, затем расстрелял гусеничный бронетранспортер М-113 и 5 тяжелых колесных бронеавтомобилей «Макс-Про». После поражения всей вражеской техники экипаж Т-80 продолжил выполнять боевую задачу по огневому прикрытию российских мотострелков. Когда закончились снаряды, танк «Алеша» отправился на перезарядку. На поле боя его сменил другой экипаж, который вскоре был подбит. Экипаж «Алеши» принял решение вернуться и взять подбитый танк на буксир. Несмотря на постоянный обстрел, эвакуация поврежденной машины была успешна. А 1 августа 2023 года все члены экипажа танка «Алеша» были представлены к званию Героев России. Но не нужно думать, что интерес наших военных к танку Т-80 возродился после вышеупомянутого боя. Стоит отметить также тот факт, что после того, как наша страна вновь начала активно осваивать Арктику и другие северные районы, которые необходимо охранять и защищать, армия проявляет к этой боевой машине повышенный интерес. Почему? Дело в том, что Т-80, в отличие от всех прочих наших танков, оснащен не дизельным, а весьма необычным реактивным двигателем, который не боится морозов. В мире есть только один танк с подобной силовой установкой – американский М1 «Абрамс». Что такое реактивный танк? Понятно, что танк двигается не за счет тяги реактивной струи, как самолет. Просто вся мощь реактивной струи тратится на вращение турбины, которая через специальный редуктор приводит во вращение ведущие колеса танка. Вот почему двигатель танка Т-80 называется газотурбиной, ГТД. Газотурбинный двигатель танка Т-80 выдает мощность 1250 лошадиных сил, немного больше, чем 1000-сильный дизельный двигатель танка Т-72 или Т-90, что делает эту боевую машину не только скоростной, но и очень маневренной. В первую очередь это касается разгонных характеристик. Ходовая часть Т-80, соответственно, была рассчитана на повышенную скорость хода до 70 км в час и больше. Интересно, что не только катки, но и гусеницы танка Т-80 изнутри покрыты резиновым протектором. Создавался Т-80 более полувека тому назад, в самый разгар Холодной войны, примерно в то же время, что и знаменитый Т-72. И предназначался он прежде всего для стремительных марш-бросков по Европе. Военные даже называли его танком Ла-Манша. В популярной технической литературе описывается случай, когда во время учений группы советских войск в Германии, это было еще 80-е годы, Т-80 выскочили на автобан и понеслись по нему, обгоняя туристические автобусы. А еще Т-80 имеет очень энергоемкую подвеску, что позволяет ему двигаться с большой скоростью не только по шоссе, но и по бездорожью. Благодаря этому Т-80 не боится прыжков с трамплина, что экипажи этих танков часто демонстрируют на всевозможных выставках. За это реактивный Т-80 прозвали еще и летающим танком. Но, как известно, у любой медали есть и оборотная сторона. Вот и у танка Т-80 имеются свои недостатки. Его газотурбинный двигатель, как и любой другой реактивный двигатель, не любит жары. Мало того, для своей работы газотурбинный двигатель требует поступления большого количества воздуха. Он засасывает в себя воздух, как пылесос. А вместе с засасываемым воздухом, как известно, в двигатель попадают пыль, песок и всякий прочий мусор.
Для реактивных самолетов это не так страшно, потому как на большой высоте никакого песка и мусора нет, а взлетно-посадочные полосы перед началом полетов обычно специально убирают. Танки же постоянно работают в грязи, а уж в засушливых районах и пустынях тучи песка и пыли становятся главным врагом танкового газотурбинного двигателя. Приходится на танк устанавливать специальные, очень сложные воздухоочистители. А еще реактивные двигатели очень прожорливы. На каждые 100 км пробега они расходуют почти в 2 раза больше топлива, чем танки с обычными дизельными двигателями. Вот почему, кроме реактивных Т-80, выпускались и более экономичные 80-ки с дизельными двигателями. В конце 20 века, когда сама мысль о прорыве к Ла-Маншу отпала, а цены на топливо многократно выросли, многие посчитали, что реактивный танк Т-80 уже не соответствует реалиям времени. Поэтому их начали выводить в резерв. Но оказалось, что Т-80 было рано списывать со счетов. Как упоминалось выше, у реактивного двигателя есть одно неоспоримое преимущество перед поршневыми дизельными и бензиновыми моторами. Они не боятся холодов и легко запускаются в любой мороз. А мороз-то у нас обычно свирепствует в Заполярье, где песчаных бурь не бывает. Вот почему сегодня, когда наши военные возвращаются в Арктику, им нужны не только основательные военные базы и снегоходы, но и полярные танки, такие как Т-80. Мало того, мощный и стремительный танк, как мы видим, оказался востребован и в боях на украинском черноземе, особенно в слякотную погоду. К счастью, снятые некогда с эксплуатации Т-80 не пустили в переплавку, как это часто случалось с иной военной техникой. Эти мощные боевые машины были собраны на базах хранения и, похоже, дождались часа своего возрождения. А с учетом того, что Т-80 в ходе модернизации получает самые новейшие системы вооружения, аналогичные применяемым сегодня на танках Т-90М, можно смело говорить о том, что им еще уготована долгая жизнь. А что можно сказать о сравнении Т-80 с современными зарубежными танками? Сегодня газотурбинной силовой установкой, подобной той, что и стоит на танке Т-80, оснащается лишь один единственный зарубежный танк – американский М1 Абрамс. Конкуренцию ему создает лишь немецкий Леопард-2, оснащенный столь же мощным 150-сильным дизельным двигателем, да и британский Челленджер-2. Все эти три боевые машины успели засветиться на Украине, впрочем, без особого успеха. На первый взгляд, 1500 лошадиных сил против 1250 у Т-80 обеспечивают зарубежным танкам лучшие динамические характеристики. Вот только не стоит забывать о том, что Т-80 намного легче. Он меньше по размерам и весит 46 тонн, в то время как вес Абрамса и Леопарда-2 изначально был около 55 тонн, а сегодня уже перевалил за 65 тонн. На первый взгляд может показаться, что наша 80-ка гораздо слабее. Но вот что интересно, Т-80 ничуть не уступает западным конкурентам. Причем у Т-80 есть одно существенное преимущество. Наш танк по размерам значительно меньше американского и немецкого. Так, площадь лобовой проекции Т-80 составляет примерно 4 квадратных метра, в то время как у Абрамса более 5 квадратных метров. А это значит, что во время боя в наш танк сложнее попасть. Мало того, благодаря меньшим размерам нашего танка на него ушло меньше брони. В результате он получился на 20 тонн легче, что благотворно сказалось на его маневренности и проходимости. И это одно из достижений отечественной танковой школы. Но как же нашим конструкторам удалось создать столь небольшой, но исключительно мощный танк? Идея иметь танк как можно меньших размеров всегда занимала мысли военных. Это и понятно. Маленький танк сложнее заметить, в него труднее попасть. Вот только реализовать эти требования можно было только лишь на легких двухместных танках и танкетках с противопульным бронированием. Толстая броня оказывалась столь тяжелой нагрузкой, что требовала усиления ходовой части и, соответственно, мощного двигателя. Мощному же двигателю, в свою очередь, требовалось очень много топлива, для которого, опять-таки, нужно было выделить дополнительные объемы. Понятно, что мощный танк должен был обладать и соответствующим вооружением. Вот только большая мощная пушка, боекомплект, наводчик и заряжающий, а то и двое, не только прибавляли танку веса, но и требовали определенного пространства внутри боевого отделения. А ведь все это пространство нужно было прикрыть броней. В общем, более мощный танк всегда получался крупнее и тяжелее. И тогда появилась идея резко уменьшить защищаемый внутренний объем танка. И чем меньше будет этот объем, тем меньшего размера потребуются бронелисты. А еще хорошо бы сделать танк как можно ниже и уже. И не только потому, что в низкий танк попасть сложнее. У более низкого и узкого танка меньшего размера лобового бронелиста. А ведь именно лобовой бронелист является самой толстой и самой тяжелой деталью танка. 1 квадратный метр лобовой брони современного танка весит порядка 4-5 тонн. А Т-80 не только ниже, но еще значительно короче Абрамса.
И все потому, что у нашего танка более компактная башня и моторный отсек. В целом его заброневое пространство оказалось почти в 2 раза меньше, чем у Абрамса. Что это дает? Применительно к современным танкам можно сказать, что уменьшение внутреннего объема танка на 1 кубометр равносильно снижению его массы более чем на тонну. У Абрамса объем заброневого пространства превышает 20 кубических метров. У наших танков, в том числе и у Т-80, оно составляет около 11 кубических метров. В результате и Т-80, и Т-72, и Т-90 весят порядка 45-47 тонн, а М1 Абрамс в зависимости от модификации весит 57-66 тонн. То все то же самое можно сказать и про германский Леопард-2. Конечно, в наших танках гораздо теснее, и с этим не поспоришь. Но ведь танк не лимузин повышенной комфортности. В танке нужно не отдыхать, а воевать. Известный военный обозреватель Сергей Суворов в своих публикациях приводил интересные факты. Так, после освобождения Кувейта от иракских войск в 1991 году американцы приступили к прочесыванию пустыни. Они искали оперенные бронебойные снаряды, которыми во время боев стреляли по иракским танкам. А искали они по той причине, что часть этих снарядов имела сердечники из объединенного урана. Уран хоть и был объединенным, но все равно представлял достаточно сильную радиационную опасность. И результаты поиска оказались очень интересными. Американцы собрали порядка 20 тысяч снарядов. О чем это говорит? Да о том, что все эти снаряды или пролетели мимо иракских танков, или просто отрикошетировали от их брони. А ведь у Ирака на вооружении имелись наши Т-72, родные братья Т-80 с сходным бронированием и вооружением. Да и размеры у этих танков одинаковые. Мало того, американцы впоследствии сами признались, что били по иракским танкам только сбоку или сзади, да и то с расстояния в 3 километра, боясь получить в ответ не менее мощным русским снарядом. Идти на иракские танки в лоб они даже не пытались. Вот вам наглядная демонстрация боевых возможностей советских боевых машин еще того достаточно старого поколения. О том, что из себя представляет броня российских Т-80, я еще расскажу чуть больше. А пока давайте посмотрим, как же эти танки удалось сделать столь небольшими. История создания в нашей стране боевой машины нового поколения, способной противостоять новейшим средствам поражения, началась еще в конце 50-х годов. Именно тогда в Харькове, на заводе, где перед войной была создана знаменитая 34-ка, начали проектировать невиданную доселе боевую машину. Напряженная работа завершилась через 10 лет принятием на вооружение нового танка, получившего обозначение Т-64. Его серийное производство началось в 1968 году. Для своего времени это был действительно уникальный танк. Он был вооружен мощнейшей пушкой, сначала калибра 115 мм, а затем калибра 125 мм, и прикрыт многослойной противоснарядной броней. По своим боевым возможностям Т-64 превосходил не только средние, но и все тяжелые танки. Конечно, из-за более толстой брони боевая масса Т-64 была больше, чем у средних танков. Так, если наши основные средние танки Т-54 и его улучшенный вариант Т-55, а также Т-62 весили около 37 тонн, то Т-64 – 42 тонны. Но его маневренность, благодаря новому, более мощному двигателю, оказалась на уровне лучших средних танков, а максимальная скорость даже увеличилась на 10 км в час и составляла теперь 60 км в час. Но вот что удивительно, по размерам Т-64 оказался ничуть не больше, чем Т-54 или Т-62. В общем, появление Т-64 разом сделало все средние и тяжелые танки устаревшими. Военные долго думали, к какому типу танков приписать Т-64, и в конце концов придумали для него новое, довольно странное название – основной боевой танк. Изюминкой Т-64 было его внутреннее устройство. Под башней танка конструкторы расположили автомат заряжания с боекомплектом в 36 снарядов. Это позволило отказаться от размещения в башне от одного из членов экипажа, заряжающего. Таким образом, танк стал трехместным. Его экипаж теперь включал лишь командира, наводчика и механика-водителя. В результате потребный внутренний объем башни резко уменьшился. Вторая особенность танка Т-64 – очень компактный многотопливный двигатель 5ДТФ, способный выдавать 700 лошадиных сил. Создание такого двигателя тоже привело к уменьшению размеров моторного отделения. В результате всех мероприятий, направленных на уменьшение размеров танка, его внутренний забронированный объем как раз и составил вышеупомянутые рекордные 11 кубических метров. Еще одной особенностью Т-64 стала его ходовая часть нового типа с непривычными для советских танков опорными катками малого диаметра, имеющими не внешние резиновые бандажи, а внутреннюю амортизацию. Понятно, что маленькие катки гораздо легче, чем те огромные колеса, что стояли на всех наших средних танках, начиная с легендарной 34-ки. Но не это главное. Большие катки имели один существенный недостаток.
Схема ходовой части с катками большого диаметра не позволяла танку быстро двигаться по пересеченной местности. Катки на неровностях подпрыгивали и силой били по верхней ветве гусеницы, отчего она могла слететь. Для того, чтобы катки сильно не подпрыгивали, ход их амортизаторов был ограничен, а это приводило к более жесткому ходу танка. Быстро двигаться по пересеченной местности на танках типа Т-34, Т-54 или Т-62 было невозможно. А вот маленькие опорные катки могли подскакивать сколь угодно высоко, они все равно не доставали до верхней части гусеницы, бегущей по поддерживающим роликам. В результате плавность хода танка Т-64 по сравнению со старыми Т-55 и Т-62 сразу же возросла. Всем хорош был харьковский Т-64, да вот только супердвигателей на все выпускаемые танки не хватало. А еще, как и у любого другого нового технического объекта, у Т-64 в первые годы его эксплуатации вылезали так называемые детские болезни. Отказывали доведенные двигатели и трансмиссия, ломалась ходовая часть. Поэтому, как на маленькие опорные катки приходилась все же слишком большая нагрузка, имели место проблемы с автоматом заряжания. Постепенно все эти болезни были вылечены, и Т-64 стал одним из лучших танков в мире. Машины этого типа по сей день состоят на вооружении в армии Украины, ставшей самостоятельным государством после развала Советского Союза в 1991 году. Но давайте не будем торопить события и вновь вернемся в конец 60-х годов. Тогда, в ходы Холодной войны, нашей армии требовалось огромное количество революционных танков Т-64. Вот только большая часть выпускаемых танков простаивала по причине поломки двигателей. И тогда советское правительство решило начать массовое производство этого танка со старым, пусть и с более габаритным, но зато надежным 700-сильным дизелем В-46, который вел свою родословную еще от знаменитого двигателя В-2, что стоял на Т-34. Одновременно с этим начались работы по оснащению танка Т-64 газотурбинными силовыми установками. Вариант танка Т-64 с дизелем В-46 решили выпускать на заводе Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Вот только конструкторы с Урала пошли гораздо дальше и значительно усовершенствовали исходную боевую машину. В результате их вариант танка стал настолько сильно отличаться от исходного Т-64, что получил обозначение Т-72. Если присмотреться внимательней, то вы заметите, что корпус и башня ранних вариантов Т-72 и Т-64 очень похожи, а вот опорные катки у Т-72 заметно больше. Они как бы выполняют роль дополнительной брони, прикрывая собой нижнюю часть борта танка. То, что на уральском танке появились иные катки, неудивительно. Конструкторы Уралвагонзавода, где были созданы Т-54, Т-55 и Т-62, знали не только об отдельных недостатках, но и о целом ряде преимуществ катков большого диаметра. А к тому времени, когда им поручили заняться усовершенствованием Т-64, в Нижнем Тагиле уже проходили испытания опытные танки с совершенно новой ходовой частью. Именно эта ходовая часть и была приспособлена к харьковскому Т-64. А еще на уральский танк был установлен совершенно иной автомат заряжания. В дальнейшем Т-72, постоянно совершенствуясь, постепенно превратился в современный Т-90. Газотурбинный же вариант танка, разрабатываемый в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, как и уральские конструкторы, ленинградцы обратили свое внимание на то, что ходовая часть харьковского танка не совсем подходит боевой машине, оснащенной куда более мощным тысячесильным двигателем. Ведь если танк Т-64 был рассчитан на максимальную скорость хода 60 км в час, то его реактивный вариант мог разгоняться до 70. И тогда конструкторы тоже решили усилить ходовую часть, установив более крупные опорные катки. Правда, не столь большие, как на нижнетагильском танке, но зато достаточно широкие. А все дело в том, что опыт эксплуатации танков Т-64 показал, что при потере гусеницы маленькие узкие катки тяжелой боевой машины словно ножи врезаются в землю, и она садится на брюхо. После этого ее было очень трудно эвакуировать с поля боя. А вот новые широкие катки не позволяли танку зарыться в грунт. К тому же более массивные катки лучше противостояли подрывам мин. Конечно, они весили намного больше, чем исходные, но возросшая мощь силовой установки с лихвой компенсировала все потери. Что касается непосредственно подвески танка, то она тоже была доработана и в итоге оказалась настолько энергоемкой, что и сегодня танки Т-80 поражают посетителей различных военных выставок своими прыжками с трамплина. Во всяком случае, многие танкисты отмечают, что Т-80 отличается от всех других танков необыкновенной плавностью хода, но главное, может с большой скоростью двигаться по плохим грунтовым дорогам, что в боевых условиях является важнейшим показателем. Первые опытные танки, переделанные из Т-64, оснащенные тысячесильным газовым турбинным двигателем и новой ходовой частью, получили условное обозначение «Объект-219». Они проходили испытания зимой и весной 1972 года совместно с танками Т-64.
При этом переделанные машины показали на разбитых грунтовых дорогах среднюю скорость на 10 км в час большую, чем танки Т-64. Так, если Т-64 шли со скоростью 33-38 км в час, то объекты 219 гоняли со скоростью 40-48 км в час. На следующий год состоялся пробег двух танков 219 по Грузии в условиях горной местности, а целая рота таких танков отправилась в пустыню Каракум, где в летнюю жару проверялась работа ходовой части и газотурбинной силовой установки в условиях повышенной запыленности и высоких температур. Затем начались испытания на проходимость по сплошному бездорожью. Эти испытания в различных климатических зонах показали ряд преимуществ газотурбинных танков по скорости движения и легкости управления. Но и недостатков было немало. Особое беспокойство военных вызывали вопросы, связанные с засасыванием пыли и песка в воздухозаборник реактивного двигателя, что приводило к выходу его из строя. И начались месяцы и годы непрестанных доработок. К разработке и производству новых танков подключились конструкторы из Омска и Челябинска. И вот летом 1976 года объект 219 был принят на вооружение советской армии под обозначением Т-80. Он стал первым в мире реактивным танком. Правда, это был еще не тот Т-80, который мы сегодня привыкли видеть на различных выставках и парадах. Первые танки Т-80 были очень похожи на Т-64 и на Т-72, ведь у них были одинаковые башни и вооружения. Да и сам бронекорпус мало чем отличался. В принципе, это хорошо. Ведь солдаты в бою легко могли отличить свои танки от танков противника. Но постепенно, в процессе модернизации, эти боевые машины начали все больше и больше уходить друг от друга. Усовершенствованные танки Т-80 получили силовую установку мощностью уже 1100 лошадиных сил, а потом и 1250. На них появились куда более стойкие к пробитию бронекорпуса с тремя смотровыми приборами механика-водителя и новая башня. Кстати, что касается бронестойкости корпуса и башни, то на этом моменте нужно остановиться чуть поподробнее. В те годы, когда создавался танк Т-64, ставший отцом и Т-72, и Т-80, уже появились новые средства поражения танков. Специальные оперенные бронебойные снаряды-дротики, а также снаряды, гранаты и ракеты с кумулятивной боевой частью. Последние пробивали броню за счет направленной энергии взрыва. Секрет кумулятивных зарядов заключался в выемке, то бишь воронке, которая как бы сосредотачивает силу взрыва в одном направлении, подобно тому, как вогнутое зеркало прожектора направляет в одну сторону световые лучи. А еще специалисты взрывотехники догадались облицевать кумулятивную воронку тонким слоем меди. И что это дало? А то, что при взрыве воронка схлопывалась, и внутри струи газов образовывалась еще и металлическая струя диаметром всего-то несколько миллиметров. Эту струю жидкого металла называют пест. Вот этот-то выбрасываемый снаряды с чудовищной силой пест как раз и пробивает с легкостью броню толщиной до полуметра. А ведь такой броней не было ни на одном танке в мире. Многие люди, не совсем хорошо знакомые с физикой процесса, считают, что кумулятивная струя прожигает броню. Пест буквально протыкает броню, а уж взрывные газы попутно оплавляют края отверстия, отчего и кажется, будто броня не пробита, а прожжена. Итак, особенность кумулятивного снаряда заключается в том, что он пробивает броню не корпусом, как снаряд бронебойный, а только силой газов и песта. А это значит, что скорость полета снаряда не имеет никакого значения. Когда первые кумулятивные боеприпасы появились на фронте, а это произошло в разгар Второй мировой войны, они получили широкое распространение не только в артиллерии, но и у пехоты. Ведь обычная ручная граната с кумулятивным зарядом пробивала танковую броню не хуже, чем снаряд, выпущенный из противотанковой пушки. Мало того, в годы войны пехота получила такое эффективное противотанковое средство, как ручные гранатометы. А затем, уже после войны, появились управляемые противотанковые ракеты, также несущие в главной части кумулятивный заряд. Противотанковые ракеты стали самым грозным оружием против танков. Ведь в отличие от гранат и снарядов, они несли на своем борту более мощный боезаряд. Впрочем, новому танку нужна была броня, способная противостоять поражению ее не только бронебойными, но и кумулятивными снарядами, а также ракетами и гранатами с кумулятивной боевой частью. И тут конструкторам помог опыт Второй мировой войны. Многие военные помнили, что германские фаустпатроны хорошо пробивали броню танков. Это оружие эффективно использовалось и в уличных боях. Кумулятивными гранатами пехотинцы били по простенкам кирпичных и бетонных домов. Но вот в боях на открытой местности толку от фаустпатронов было мало. Кумулятивная струя буквально вязла в глине, песке и прочих видах грунта. И случайно американские танкисты обкладывали свои боевые машины мешками с песком. Вот тут и родилась идея применить на танке многослойную броню со специальным наполнителем.
Конечно, засыпать между двух бронелистов слой песка никто не собирался. Конструкторы стали искать более подходящую начинку. Что только они не перепробовали – и бетон, и алюминий, и стекло, и керамику. Отличные результаты, к примеру, показали различные стеклопластики. В результате из сэндвича сталь, стеклотекстолит стали делать лобовую броню советских танков, начиная с Т-64. Естественно, такая же броня появилась и на Т-80. А с учетом того, что лобовой бронелист установлен на всех наших танках под очень большим углом, пробить его практически невозможно. С танковой башней пришлось помучиться. Ее поверхность невозможно было выполнить за столь же большими углами наклона. В противном случае башня получалась непомерно большой, как, к примеру, на американском Абрамсе или германском Леопарде-2. Пришлось броню делать очень толстой, заливая между слоями стали керамические шары и стержни из так называемого ультрафарфора или корунда, которые отклоняли и разрушали кумулятивную струю. Неплохие результаты показали и толстые алюминиевые вкладыши. Подобные башни с комбинированной броней впервые появились на танке Т-64. На первых сериях танков Т-80 также применялись башни, переделанные из башен Т-64, но по ходу производства конструкторы и Т-72 и Т-80 искали и другие способы усиления броневой защиты своего танка. К примеру, для танка Т-72 в броне башни были отлиты специальные полости, в которые вкладывались специальные противокумулятивные блоки, каждый из которых состоял из склеенных вместе стальных и резиновых слоев. Следующим ходом конструкторов было использование вместо литой башни сварной конструкции сверхпрочных катанных бронелистов повышенной бронестойкости. При этом в башне не забыли сделать карманы для заливки в них керамического наполнителя или размещения там специальных бронестойких вкладышей. Броня подобного типа оказалась настолько удачной, что сегодня устанавливается на танках типа Т-90. А вот на Т-80 башня осталась литой. Правда, и ее вскоре существенно доработали, в результате чего бронестойкость существенно выросла по сравнению с исходной конструкцией. Во время испытаний по новой башне производили выстрелы самыми лучшими зарубежными оперенными бронебойными снарядами. Пробития брони не произошло. Новые башни начали устанавливать на усовершенствованных Т-80У и дизельных 80-ках Т-80УД. А потом, в ходе модернизации старых танков Т-80БВ, их стали оснащать башнями от выведенных в резерв и переданных на хранение Т-80УД. Одновременно с улучшением бронезащиты башни шло совершенствование и лобовой брони. Сначала на танке Т-80 использовалась броня, состоящая из 3 слоев. Первый слой – это стальная плита толщиной 8 см. За ней шла плита из стеклотекстолит толщиной 10 см. А завершала этот сэндвич внутренняя бронеплита толщиной 2 см. По результатам испытаний на обстрел танка различными боеприпасами в 1980 году была разработана новая лобовая броня, в которой наружный стальной слой стал тоньше, до 6 см, а вот внутренний гораздо толще, до 5 см. Но конструкторы на этом не остановились и со временем лобовую броню вообще полностью переделали, применив новые материалы и увеличив количество слоев. Надо отметить тот факт, что для своего времени бронирование даже самых первых танков Т-64, Т-72 и Т-80 было одним из лучших в мире. А не так давно в технической литературе появились сообщения о том, что немцы и американцы, независимо друг от друга, провели исследование бронестойкости наших современных танков. Понятно, что получить в свое расположение они могли лишь экспортный вариант боевой машины, им оказался Т-90. И результаты произвели на исследователей должное впечатление. Они признали полную защиту лобовой брони танка от лучших оперенных снарядов, даже оснащенных урановым сердечником. По их оценкам, многослойная броня русских танков по своей бронестойкости оказалась эквивалентна монолитной стальной плите толщиной около метра. Но это еще не все. Изучив процесс воздействия кумулятивной струи на броню, конструкторы пришли к выводу, что кумулятивный заряд лучше всего пробивает броню, если взрывается на расстоянии порядка 10 см от нее. А если заставить снаряд или гранату взорваться на расстоянии полуметра, тогда никакого пробития брони не произойдет, кумулятивная струя потеряет свою пробивную силу. Но как это сделать? Достаточно просто поставить между броней и летящим боеприпасом легкую преграду, которая вызовет преждевременное срабатывание взрывателя. Уже в ходе Второй мировой войны такие средства защиты танков от кумулятивных снарядов были созданы. Ими стали примитивные бортовые экраны, выполненные из тонких металлических листов или сеток, а также вышеупомянутые мешки с песком, бревна, запасные траки танковых гусениц, ящики с инструментами и прочие подручные навесные детали. Вскоре выяснилось, что достаточно эффективной защитой от кумулятивных гранат оказались толстые резиновые маты. Их как раз и стали крепить на бортах корпуса наших танков. Они прикрывали самое уязвимое место, бортовую броню корпуса, над опорными катками. Развитие военной техники не стоит на месте. Боевые возможности ручных противотанковых гранатометов за последующие годы значительно выросли. Одним экраном удар кумулятивного боеприпаса было не остановить.
Практика показала, что по танку обычно вели огонь сразу несколько гранатометчиков, благо такого оружия, как РПГ-7 и ему подобного в зонах военных конфликтов обычно оказывалось предостаточно. Первая же граната срывала экран и делала в нем дыру порядочных размеров, после чего броня танка оставалась голой. К тому же никто не отменял обычные бронебойные и оперенные подкалиберные снаряды танковых пушек, для которых противокумулятивные экраны были чем-то вроде фольги. Для управляемых противотанковых ракет, несущих куда более мощный боевой заряд, чем заряд ручного гранатомета, резиновые экраны тоже не являлись достойной преградой. В общем, нужно было найти какое-то новое навесное средство для противодействия кумулятивным снарядам. И какое? Тогда наши ученые первыми в мире предложили сбивать кумулятивную струю встречным взрывом. Они назвали этот процесс динамической защитой. Впрочем, иногда вы можете встретить и такой термин, как реактивная броня. На первых порах военные восприняли эту идею как бредовую. Получалось, что весь танк нужно обвешать взрывчаткой. Но как тогда воевать? Ведь если динамическая защита и спасет танк от кумулятивного снаряда, то от ее взрыва погибнут все пехотинцы вокруг. Такой танк будет больше опасен не столько для врагов, сколько для своих. Но идея создания реактивной брони постепенно пробивала себе дорогу в жизнь. Всем было понятно, что срабатывать динамическая защита должна была только в той небольшой зоне, в которой попадает кумулятивный снаряд. При этом попадание пуль, осколков и даже зажигательных веществ не должны были приводить к ненужному срабатыванию реактивной брони вхолостую. Решение всех этих проблем шло очень тяжело. Тем не менее, в середине 60-х годов в нашей стране появились первые эффективно работающие образцы. При этом наши ученые придумали разрушать кумулятивную струю довольно необычным способом. Ими был разработан контейнер, представляющий собой небольшой плоский ящик весом около 5 кг, внутри которого под углом размещалась специальная метательная бронепластинка. При ударе в ящик кумулятивной струи срабатывало взрывчатое вещество, которое бросало пластинку навстречу вражескому снаряду. Пресекая под углом траекторию кумулятивной струи, стальная пластинка дестабилизировала ее, и удар струи в основную броню танка получался уже размазанным. Чуть позже подобные коробочки разрабатывали немцы, американцы, французы. В 80-е годы подобными коробочками были увешаны уже практически все танки мира. Обычные элементы динамической защиты крепились к броне танка на болтах. На Т-72 и Т-80 они также могли помещаться в специальных карманах на тех самых гибких бортовых защитных матах. Тут стоит отметить, что у подобной схемы были свои недостатки. Во-первых, между коробочками имелись большие щели, которые оказались слабым звеном. Во-вторых, устанавливать на броне танка до 200 маленьких коробочек, прикручивая их болтами, особенно на морозе, было тем еще развлечением. Особенно сложно было менять сработавшие элементы. Вот почему впоследствии от неудобных индивидуальных защитных элементов перешли к так называемой встроенной динамической защите. В этом случае элементы реактивной брони уже не возились на танке постоянно, а быстро укладывались в специальные контейнеры с крышкой, выполненные заодно целые с бронелистами непосредственно на передовых позициях. То, насколько эффективными оказались элементы динамической защиты, в бою свидетельствует опыт использования танков во время контртеррористической операции в Чеченской Республике. На первом этапе в 1994 году в боях были задействованы танки, не имеющие динамической защиты. Войдя в Грозный, они понесли ужасные потери от огня гранатометчиков, стреляющих по неприкрытым бортам со всех сторон. В дальнейшем танки, оснащенные динамической броней, подобной участи избежали. Мало того, динамическая броня спасала танки не только от выстрелов из ручных противотанковых гранатометов, но и от куда более мощных управляемых ракет. В технической литературе приводятся примеры того, как в один из танков попали 7 кумулятивных гранат, выпущенных из гранатометов РПГ-7, а в другой аж 4 управляемых противотанковых ракеты. Но после этих попаданий и члены экипажа не пострадали, и танки продолжили выполнение боевой задачи. И таких случаев описано немало. Когда в 1985 году появились усовершенствованные танки Т-80У, плотные прорезиненные маты крепили еще и на башне, в результате чего Т-80У стал внешне отличаться от других наших танков. Башня Т-80У выглядит очень широкой, как шляпка гриба, а вот у современных Т-72Б3, Т-90М и Т-80БВМ она кажется чечевицеобразной. Но для чего появились такие щитки? Оказывается, на Т-80У они не столько повышали защищенность башни от кумулятивных боеприпасов. Новый газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил засасывал в себя еще больше воздуха, чем старые двигатели. И эти маты дополнительно прикрывали собой спереди воздухозаборное устройство от пыли и грязи, летящие во время движения танка по проселочным дорогам. Это решение оказалось достаточно удачным и использовалось даже на дизельных танках Т-80УД и современных украинских Т-84 «Оплот», представляющих собой дальнейшее развитие Т-80УД. Почему такие защитные маты не ставят на современные российские Т-80БВМ, оснащенные аналогичной силовой установкой?
Просто на этих танках установлена новая единая система динамической защиты башни, а маты-щитки мешали перезаряжать сработавшие нижние блоки реактивной брони. Сегодня вместо щитков роль дополнительной защиты выполняют тяжелые металлические цепи. А единый вид башен позволяет пехоте легко отличить свои танки от вражеской. А броневая защита танков продолжала совершенствоваться. Так у конструкторов появилась идея: раз динамическая защита справляется с кумулятивной струей, то почему бы не заставить ее бороться и с оперенными подкалиберными снарядами? Когда динамическая защита только появилась, она эффективно работала лишь против кумулятивных снарядов. Подкалиберные дротики просто пролетали сквозь. Заряд ящика реагировал на них как на обычные пули или осколки. Тогда конструкторы догадались сделать крышку ящика из высокопрочной стали. Теперь, если в ящик попадал подкалиберный снаряд, бронированная крышка в точке контакта раскалывалась на мелкие раскаленные кусочки, которые и инициировали взрыв заряда. Ну а дальше все шло по привычному сценарию. Внутренняя пластина летела под углом к дротику и отклоняла его в сторону. В результате броневое действие оперенного снаряда резко снижалось. Уже в середине 80-х годов новый универсальный комплекс динамической защиты был принят на вооружение нашей армии. И им сегодня оснащаются танки Т-72, Т-80 и Т-90. Единственным недостатком динамической брони является то, что после каждого его срабатывания прикрываемая ею зона остается голой. Конечно, у артиллеристов и пехотинцев существует поговорка о том, что снаряд 2 раза в одну и ту же воронку не попадает. Но к танкам это не относится. Любой гранатометчик будет целиться именно в ослабленное место. Но и это еще не все. Ведь специалисты по вооружению все это время искали способы эффективного преодоления динамической защиты. В результате были придуманы кумулятивные боеприпасы с тандемной боевой частью. Работают они так. Первый слабенький кумулятивный заряд, его еще называют предзаряд, провоцирует срабатывание динамической защиты. А второй, более мощный, пробивает непосредственно броню танка. В качестве защиты от таких тандемных боеприпасов танкисты тут же придумали защитные решетки, сваренные из стальных полос ножей. Обычно тонкая головная часть боеприпасов, в которой размещался предзаряд, проскакивала между ножами, а основная боевая часть разрушалась на решетке. Сегодня наши современные танки, в том числе и Т-80 БВМ, имеют защиту кормовой части корпуса и башни подобных решеток. Выживаемость корпуса на поле боя сильно зависит от его заметности. Наши танки, в том числе и Т-80, более низкие, чем, к примеру, американский Абрамс или германский Леопард-2, труднее попасть и управляемой ракетой, и оперенный бронебойным снарядом. Сделать танк невидимым для противника позволяют специальные гранатометы, расположенные на его башне. Как только специальные датчики обнаружат, что танк облучается лазерным лучом системы наведения противотанковой ракеты, в ее сторону выбрасывается дымовая граната, создающая непроглядное белое облако, непроницаемое для лазера. Естественно, сквозь такую дымовую завесу вражеский оператор противотанкового комплекса, приготовившийся к ведению огня, не сможет ничего разглядеть. Но и это еще и не все. Определенное преимущество в бою танку Т-80 дает его газотурбинный двигатель. Впрыск топлива в выхлопную струю раскаленных газов приводит к образованию целого облака тумана. Конечно же, заметность танка зависит от умения экипажа маскировать свою боевую машину. А теперь, продолжая наше знакомство с танком Т-80, мы подошли к теме, касающейся его огневой мощи. Тут следует отметить тот факт, что отечественные танки всегда отличались очень мощным вооружением. Причем это касалось не только тяжелых танков, но также легких и средних. А чтобы лучше разобраться с вооружением танка Т-80, как, впрочем, и других современных российских танков, давайте совершим небольшой экскурс в историю. Еще в 30-е годы 20 века, когда большинство основных зарубежных танков оснащалось пушками калибра 37 мм, наши легкие танки Т-26 и БТ, составляющие основу бронетанковых войск, вооружались пушками калибра 45 мм. Что касается среднего танка Т-34, который начал поступать на вооружение как раз перед началом Великой Отечественной войны, так он вообще вооружался 76 миллиметровой пушкой. А ведь пушки подобного калибра в те годы устанавливались исключительно на тяжелых танках. За годы войны мощь вооружения советских танков значительно усилилась. К концу войны на 34-ках устанавливались пушки уже калибра 85 мм. Сразу же после окончания войны Т-34 сменили средние танки Т-54 с орудиями калибра 100 мм. В те годы в мире не существовало танка, способного устоять перед огневой мощью советской бронетехники. Конечно, зарубежные танкостроители не сидели сложа руки. Они приложили массу усилий для того, чтобы оснастить свои боевые машины усиленным бронированием. Но это им не помогло. В 60-е годы арсенал бронетанковой техники нашей страны пополнился танком Т-62. Внешне он был очень похож на предыдущие Т-54 и Т-55, но его главной изюминкой была новейшая пушка калибра 115 мм. Вроде бы калибр орудия увеличился ненамного, но эта пушка обладала уникальными возможностями. Дело в том, что она была гладкоствольной. На первый взгляд такое решение шаг назад.
Ведь все знают, что гладкоствольными были самые первые пушки и бомбарды, появившиеся еще на заре огнестрельного оружия. Стреляли они круглыми ядрами или картечью, а поэтому не обладали ни хорошей дальнобойностью, ни приемлемой меткостью стрельбы. Лишь в конце XIX века в армиях разных стран и на флотах появились нарезные орудия. Длинный заостренный снаряд, проходя по стволу во время выстрела, начинал вращаться вокруг своей оси, а поэтому не кувыркался в полете и летел гораздо точнее. Неудивительно, что все танковые пушки тоже были нарезными. Но зачем же тогда советские конструкторы поставили на новейший танк явный анахронизм? Попробуем с этим разобраться. Мы уже говорили о том, что за рубежом постоянно шло совершенствование танков. И главной своей задачей американские, германские, британские и французские конструкторы считали создание танка, способного противостоять советским Т-54 и Т-55. В свою очередь, наши конструкторы думали о том, как нейтрализовать перспективные танки потенциального противника. Всем известно, что бронепробиваемость снаряда очень сильно зависит от скорости его полета. А как ее повысить, не увеличивая ни длину ствола, ни его калибр? Конструкторы задумались. Тут вспомнили, что снаряд, проходя во время выстрела по стволу, врезается своим медным пояском в его нарезы. Другими словами, испытывает очень большое сопротивление за счет трения, а потому разгоняется в стволе не так хорошо, как хотелось бы. А что если сделать ствол гладким, без нарезов, стабилизацию снаряда в полете обеспечивать оперением, как у стрелы? Попробовали. Результат оказался поразительным. Оперенный снаряд вылетал из гладкого ствола со скоростью чуть ли не в 1,5 раза более высокой. Но и это еще не все. В полете снаряду приходится преодолевать сопротивление воздуха. При этом он опять-таки тормозится набегающим потоком и подлетает к цели с гораздо меньшей скоростью, чем в начале полета. И тогда оперенному снаряду придали форму тонкой стрелы или дротика. Такой снаряд в полете тормозится набегающим потоком воздуха не так сильно, как старый толстый снаряд пулевидной формы. Осталось решить только одну проблему – как стрелять тонким длинным стреловидным снарядом из орудия достаточно большого калибра. Решили эту проблему достаточно просто. На среднюю часть дротика укрепили кольцо, равное по диаметру калибру орудия. Это кольцо принимало на себя давление пороховых газов в момент выстрела. Оно и тянуло закрепленный в нем снаряд-дротик по стволу. А чтобы тот шел по стволу очень ровно и без колебаний, его хвостовое оперение было сделано такого размаха, что его поверхности касались стенок ствола и просто скользили по нему. После вылета снаряда из ствола направляющее кольцо сдувалось набегающим потоком воздуха. Оно обычно выполнялось из 3 разъемных сегментов, и снаряд летел дальше, как обычная стрела. Вот так и появился на свет бронебойный подкалиберный оперенный снаряд. В отличие от обычных бронебойных снарядов, он подлетал к танку противника с огромной скоростью. Для пробития брони этому снаряду не требовалась даже взрывчатка. Он буквально протыкал броню всех имеющихся в мире танков. Понятно, для того, чтобы не расплющиться о вражеский танк или не расколоться при ударе на мелкие кусочки, такой снаряд выполнялся из особо прочных материалов. Со временем в оперенных снарядах начали использовать вольфрамовые сердечники и даже сердечники из объединенного урана. Вот такое гладкоствольное орудие, способное стрелять оперенными дротиками, как раз и было установлено на танк Т-62. Т-62 в 60-е годы был основным танком советской армии. Благодаря 115 миллиметровой гладкоствольной пушке его экипаж мог бить прямой наводкой по вражеским танкам, находящимся на расстоянии 4 километров. Пожалуй, единственным серьезным недостатком танка Т-62 было то, что снаряды к новой, более мощной пушке оказались уж больно громоздкими. Заряжающему внутри тесной башни приходилось очень нелегко. Из-за этого боевая скорострельность даже ухудшалась по сравнению с Т-54. Понятно, что военные мечтали повысить скорострельность танка, и тогда появилась идея создать специальный механизм заряжания. Это и было сделано на танке Т-64, о котором я уже упоминал. Благодаря автомату заряжания удалось исключить из состава экипажа заряжающего, после чего танк стал трехместным. Но это не главное. Если раньше экипаж таких танков, как Т-54 или Т-62, мог производить всего 4 выстрела в минуту, то автоматизированный конвейер обеспечивал танку Т-64 скорострельность 9 выстрелов в минуту. Но и это еще не все. Если первые варианты Т-64, принятые на вооружение в 1967 году, оснащали 115 миллиметровой пушкой, то с 1969 года на танк стали ставить еще более мощную гладкоствольную пушку калибра 125 мм. Из этого орудия также можно было вести огонь всеми типами снаряда, также управляемыми ракетами. Со временем 125 миллиметровая танковая пушка, единая для всех наших танков, была существенно доработана. Так, ствол пушки был сделан съемным, его теперь можно было быстро заменить в полевых условиях, не вынимая всю пушку целиком из танка. Ведь раньше для того, чтобы вынуть пушку, приходилось целиком приподнимать всю заднюю часть башни с помощью крана или специальных домкратов. Но как же сравнительно небольшой
В башне удалось установить достаточно сложный автомат заряжания, в котором размещаются 3 десятка снарядов весьма внушительных размеров. По всем прикидкам это невозможно, но конструкторы-вооруженцы придумали очень интересное решение. Какое? До этого момента на всех наших средних танках стояли пушки, которые вели огонь так называемыми унитарными боеприпасами. Называется такой боеприпас выстрелом. Выстрел состоит из снаряда, плотно вставленного в латунную гильзу с порохом. Другими словами, он напоминает собой огромный винтовочный патрон, в котором роль пули играет снаряд. Пока танковые пушки имели относительно небольшой калибр, к примеру, унитарный выстрел калибра 76 мм весил около 10 кг, а выстрел калибра 88 мм 20 кг. Работать внутри башни с унитарными боеприпасами было не так уж и сложно. Заряжающий просто брал его с лотка и засовывал в казённик орудия. После выстрела стрелянная гильза выбрасывалась из казённика и падала на пол. Но когда калибр орудия превысил 120 мм, начались сложности. А все потому, что вес снаряда с гильзой приблизился к 50 кг. Длина выстрела уже превысила 1,2 метра. Такой снаряд внутри танка уже было просто невозможно кантовать. С этими сложностями еще в год Второй мировой войны столкнулись как советские, так и германские танкисты. Вот и пришлось на тяжелых боевых машинах, оснащенных 122 мм, 128 и 152 мм пушками, возвращаться к раздельно-гильзовому заряжанию. К примеру, в состав экипажа наших самоходных орудий ИСУ-122 и ИСУ-152 входили аж 2 заряжающих. Кстати, об этих самоходках у меня есть отдельное видео на канале. Один вкладывал в казённик пушки снаряд, другой гильзу с метательным зарядом. И вот, учитывая опыт, полученный на тяжелых танках, наши конструкторы решили вернуться к выстрелам, состоящим из 2 отдельных частей – снаряда и гильзы с порохом. Мало того, гильзы теперь были не латунными, а выполненными из сгораемого материала картона, пропитанного стратилом. После выстрела от таких гильз оставался лишь небольшой металлический поддон. А еще советские инженеры разместили снаряды и гильзы внутри башни Т-64 по кругу. Снаряды в горизонтальном положении, а гильзы в вертикальном. Это резко уменьшило потребный объем боеукладки. Специальный механизм захватывал одновременно и гильзу, и снаряд, а затем одним движением посылал их в казённик пушки. После выстрела тот же механизм подхватывал вылетающий из казённика поддон, оставшийся от гильзы, и укладывал его в пустой лоток. Фактически это был робот, заменивший собой 2 заряжающих. Ничего подобного в мире до этого просто не существовало. Мало того, по команде командира танка или наводчика конвейер заряжал пушку тем или иным выбранным снарядом – осколочно-фугасным, бронебойным подкалиберным или кумулятивным. Естественно, на это уходило больше времени, ведь конвейер боеукладки должен был не просто подать в казённик пушки очередной снаряд из соседнего лотка, а прокрутиться чуть дальше, чтобы выбрать требуемый боеприпас. Конвейер с механизмом заряжания долго доводился, прежде чем начать работать безотказно. К тому же наличие кругового конвейера с вертикально стоящими гильзами отрезало механика-водителя от остальных членов экипажа, разместившихся в башне. Так, если механик-водитель получал ранение и не мог сам выбраться из горящего танка, то для того, чтобы добраться до него, командиру и наводчику нужно было демонтировать часть конвейерного механизма, а на это уходило слишком много времени. Впрочем, эта проблема вскоре была решена на танке Т-72. Там и снаряды, и гильзы располагаются горизонтально на самом дне корпуса, оставляя свободный лаз между боевым отделением и отделением управления. Боевая живучесть танка также увеличилась, потому как вражеские снаряды, пробивающие борт выше опорных катков, не поражали боеукладку. Правда, двойной ход механизма заряжания, всылающий в казённик танковой пушки сначала снаряд, а потом заряд, несколько снизил скорострельность. При создании автомата заряжания конструкторам пришлось решить еще одну неожиданно возникшую проблему. Когда вооруженцы перешли с унитарных выстрелов на выстрелы раздельные, оказалось, что в гильзе помещается не так уж и много метательного заряда пороха. В принципе, для забрасывания фугасного и осколочного снаряда даже на большую дальность этого заряда вполне хватало. Для вытаскивания из ствола управляемой ракеты тем более. А вот для придания огромной скоростью полета оперенному бронебойному снаряду, имеющегося в гильзе заряда, оказалось маловато. Что же делать? И тогда конструкторы придумали поместить оперенный дротик еще в одну гильзу, также полностью сгораемую. В результате получилось, что при выстреле снаряд массой в 4 кг выталкивался из ствола уже удвоенным зарядом, а потому вылетает из пушки с невероятной даже по артиллерийским меркам скоростью почти 6500 км в час. Интересно, что даже самые первые бронебойные оперенные снаряды на дистанции 2 км легко пробивали наклонную броню современных танков толщиной в 15 см. Вскоре бронепробиваемость наших снарядов была увеличена в 2 раза. А не так давно в технической литературе появились сведения о том, что в нашей стране создан еще более эффективный оперенный снаряд-дротик. Характеристики его по вполне понятным причинам не приводятся.
В печати он упоминается всего лишь как выстрел с оперенным снарядом повышенного могущества. Говоря о вооружении танка Т-80, нельзя не сказать еще вот о чем. Сколь мощной не была бы пушка, из нее еще нужно попасть в цель. Потому экипаж танка должен располагать отличными прицельными приспособлениями, позволяющими не только видеть противника днем и ночью, но и поражать его с первого выстрела. И поэтому помогает специальная электронная система управления огнем, связанная с мощным компьютером. Если обратиться к истории, то раньше, вплоть до окончания Второй мировой войны, единственным прицельным приспособлением танкового орудия являлся обычный оптический прицел, в лучшем случае дополненный примитивным оптическим дальномером. Мало того, ведение меткого огня осуществлялось только с места, ведь во время движения танка нещадно трясло. Естественно, трясло и пушку, и прицел, и самого наводчика. В то же время на военных кораблях уже давно применялись специальные стабилизаторы качки. Они поддерживали положение стволов корабельных пушек, наведенных на цель, неизменными. Неудивительно, что и в нашей стране, и за рубежом уже в конце 30-х годов начались работы по созданию подобных систем для сухопутных крейсеров, танков. Первыми подобные агрегаты, пока еще весьма примитивные, в серийных танках применили американцы. Их огромный двухэтажный М3 позволял разместить в просторном каземате орудие калибра 75 мм, стабилизированного в вертикальной плоскости. Но затем американцы занимались этой тематикой не очень активно. На их последних танках стабилизаторы орудий то появлялись, то исчезали. Видимо, американцы посчитали, что, обладая ядерным оружием, они и так победят в любой войне. А вот наши конструкторы работали над стабилизаторами, не покладая рук. В результате даже наши самые первые послевоенные танки, средний Т-54 и тяжелый Т-10, были оснащены первоклассными системами. Что уж тогда говорить про современные боевые машины. Тем, кому приходилось бывать на танковых шоу, наверное, надолго запомнили показательные выступления танков Т-72, Т-80 и Т-90. Система стабилизации орудий этих танков все время держит ствол направленным в одну точку, независимо от того, крутится ли боевая машина на месте, ныряет ли в ров или прыгает с трамплина. В результате современные российские танки типа Т-80 и Т-90, а также усовершенствованные 72-ки, прошедшие модернизацию, обладают исключительной огневой мощью. При этом установленные на танках электронные баллистические вычислители оказывают существенную помощь экипажу. Они вносят поправки при наведении орудия на цель, в случае, если танк стоит с креном на один бок. Учитывают как скорость перемещения цели, так и скорость самого танка, силу ветра, температуру воздуха и атмосферное давление. Баллистический вычислитель перед боем танкисты вводят и температуру внутри танка, ведь от этого зависит температура порохового заряда в гильзе, а следовательно и сила, с которой снаряд будет выброшен из ствола. Мало кто задумывался о том, что во время боя ствол орудия нагревается и из-за этого чуточку прогибается вниз. Так вот, компьютер учитывает этот прогиб и автоматически приподнимает ствол орудия на нужную величину. Учитывается также износ канала ствола. Все это на порядок повышает точность ведения огня. Что касается танка Т-80, то его система управления огнем позволяет при скорости хода до 30 км в час поражать даже малоразмерные движущиеся цели. Конечно, боевые возможности любого современного танка зависят не только от мощи его вооружения и бронезащиты, но и от подготовленности экипажа, его умения грамотно управляться со сложной техникой. Многое зависит и от вышестоящего командования, направляющего танковые подразделения в бой. Тут нужно понимать, что в определенных условиях, к примеру, в стесненных условиях уличных боев, даже самые совершенные танки без поддержки пехоты будут легко сожжены выстрелами вражеских гранатометчиков в борт и корму. В общем, вести танковый бой не так это и просто. Сегодня можно говорить о том, что по всему комплексу боевых возможностей наши усовершенствованные танки Т-80 БВМ и Т-90М очень близки. При этом следует отметить тот факт, что скоростные и маневренные реактивные Т-80 позволяют экипажу действовать в бою на открытой местности более активно, не подставляя под вражеский огонь борта своей боевой машины. Автомат заряжания Т-80, загоняющий выстрел в казённик пушки одним движением, обеспечивает этому танку более высокую скорострельность.